Мы проводили опрос в Москве, в Российской Федерации, мы проводили опрос в Киеве, в Украине. И понятно, что наши опросы были бы неполными, поэтому замыкаем мы этот цикл, проводя опрос в Донецке. Вопросы те же самые. Верите ли вы российским СМИ, верите ли вы украинским СМИ, верите ли вы местным СМИ? Мы дополняем. Ну и пара моментов приятных лично для меня там будет, потому что там будут вопросы, а кому вы верите, верите ли вы блогерам. В общем, приятного просмотра, на этом цикл замыкается. Смотрим вообще не смотрим, телевизора нет, смотрим по интернету. Мы анализируем. Сами все, что видим, то и анализируем. Да. Надо анализировать, а не просто так тупо верить. Да. Есть же люди, которые просто верят. Ну, своим, например, Юнион, нашим каналам, которые наши показывают. Ради Бога, там ерунда и брехня. А Бог все знает. Я в этой жизни никому не доверяю. Никому. Я смотрю ДНРовские каналы «Оплот», ну и российский «Россия-1» смотрю. Мне неинтересно украинские каналы смотреть, если они там говорят брехню про нас. Все остальное мне такое неинтересно смотреть. Ну, у меня как бы есть знакомые на Украине, что они рассказывают, и я сразу понимаю, ну что это вранье про наш Донец. Зачем мне такое смотреть, слушать? Честно, не доверяю новостям. Не доверяю, да. Никаким новостям. Вот так, обожди. Трамвай уходит. Все врут. И российские, и ДНРовские, и украинские. Поэтому я не верю новостям. Поэтому я стараюсь не смотреть. Нет, я не смотрю, поэтому ответить вам не могу. Я в интернете только смотрю. В России 24 в основном. 1+1. У меня в доме нет телевизора, уничтожила. Я не смотрю телевизор, я не могу сказать. Я читаю блогеры. Ну, блогер такой, с юмором. Ну, по-моему, что он порой из трагедии делает... Ну, юмор получается у него из трагедии. Поэтому я его не люблю, мне он не нравится. Я всегда смотрю, все смотрю. Это точно MTV или CNN. Вы сейчас будете в телевизоре. Так я Или- знаю, я никому не верю. Сейчас время такое, что надо верить. Никому не верю. Так что, лапочка, я никому не верю. Всем, что есть в Донецкой Народной Республике. И российским, и украинским. Все говорят одно и то же. Канал новостей я телевизор не смотрю вообще. Я только пользуюсь интернетом. Поэтому, не знаю, трудно оценить, наверное, на паритетных началах. То есть, ну, как бы каждый хочет изобразить, как ему нужно, картину нарисовать. Ну, как сказать, врать они не врут, я думаю, а изображают, то есть, то, чего желательно услышать людям, ну, ДНР. Вот. А то, что, допустим, нежелательно услышать, просто не описывают. Врут, конечно, и тем же страдают, что они врут больше, мне кажется, и страдают тем, что, ну, тем же самым, чем ДНРовские новости, то есть они не договаривают то, что, ну, то есть, то касаемо, допустим, обстрелов, то, скажем, пишут о том, что новости, пишут о том, что обстреляли там ДНР, там сами себя вот искажают, то, что они обстреливают, это все знают, конечно, прекрасно. И Донецк, и Горлов, ну и другие там города. Вот. Это они, конечно, врут. Российским. Нет. Потому что полностью перевернутая информация на 180 градусов. У меня сейчас просто даже по своему спутнику 5-й канал проскакивает, но я его точно так же сканирую, просто так просмотрев и не заостряя на нем внимание абсолютно. Ну, потому что я получаю информацию, ту, которую как бы вижу, и сопоставляю, так скажем, факты. Смотрю иногда, если хочу посмотреть украинские каналы, то смотрю Интер. Ну, ТНТ не смотрю, как он там называется. 1+1, а 1+1 я не смотрю. ТРК Украина, да. Меньше всех врет Россия, а там уже, ну вообще как бы мы не политологи, откуда нам знать, кто там больше врет. Ну, так.
Нет. Только Шария. Только его. Да? Да? Привет. Спасибо. Ну, это вообще телевизор не смотрим, это не очень интересно для нас. Я не хочу об этом говорить. Простите. Ну, серьезно. Ну, смотря какое телевидение, просто у нас же есть спутниковое телевидение, где есть украинский, российский. Да. Российский — это Россия, 24, там, наши украинские. Пятница, ТНТ. Да, Пятница, ТНТ. Наши, если украинские каналы, то это 1+1, наверное, но там нет достоверности, мы так знаем. Но мы не новости смотрим, а Да. программы развлекательные. Ну, как бы, кто больше врет, ну, как бы, мы просто знаем, что наши каналы, которые здесь в Донецке, они просто знают реальную обстановку в стране, нашу ситуацию, а не те, кто там в Украине, которые каналы, которые даже не знают, что здесь на самом деле творится, и говорить и утверждать, что на самом деле так оно и есть, то, мне кажется, тут понятно, кто прав, а кто нет. Ну, если только Шарий Анатолий, и все, а так. Ну, думаю, у него хотя бы какое-то объективное мнение, хотя бы. Какие новости? Ну, разные смотрю. Ну, российские у нас каналы, украинских-то каналов нет. А я считаю, что врут и те, и другие, честно говоря. Просто в интернете я когда все время читаю украинские новости и смотрю эту программу по телевизору. В общем, где-то они друг друга дополняют. Я, по крайней мере, ну, точно не доверяю ни тем, ни другим. Ну, честно всего, я доверяю только нашим новостям, потому что Россия, в принципе, толком не знает, что здесь как происходит, а наши в основном бывают на всех местах, там, где проходят обстрелы и все остальное. Я смотрю между всех, между прочим. Да, не все говорят правду. Неправды нет у нас. Кто вам сказал, что у нас есть неправда? Я вам серьезно говорю. Разве не правда, что хотели взорвать Ленина? Правда. Что неправда? Почти доверяю 112-му украинскому. Почти доверяю. Вот. Но российским всем я доверяю, конечно. Врет? Видите, соседи наши, западные имеют. То есть украинские каналы врут безбожно. Безбожно врут. Безбожно. И не боюсь этого слова повторить еще раз. Безбожно.